Всем привет, я Лаура Джикели, и это «Надо обсудить». И у нас сегодня в гостях прославленная спортсменка. И мы прилетели в Сочи специально, чтобы ее здесь снять. Почему именно в Сочи, вы узнаете из этого выпуска. Погнали! Это значит, что ты сейчас входишь из большого спорта? Ну, я поняла, что я настолько устала уже выкарабкиваться из вот оттуда. Меня звали предательницей Родины. Должна быть уголовная ответственность за это. Статью в заголовок сейчас сделаем. Тебя привели к Этери Георгиевне. Что такое дупель? Пока ты выдерживаешь, ты находишься в топе. Первые 2 года были для меня морально просто адом. Но тебя при этом хвалили? Мама с бабушкой, да. Тренер нет. Что ты в этот момент чувствовала? Как будто бы мир рухнул. И я поняла, что рассыпалась моя мечта. А с Алиной у вас сейчас какие отношения? Мы не подруги. Возможно, я была в плохом настроении. Такое тоже бывает. Возможно, я злилась. Такое тоже бывает. Сейчас я умная тетка. То есть все то, что ты прошла, оно того стоило? Друзья, ну что, мы приехали к Жене Медведевой, туда, где она живет, то место, где она остановилась в Сочи. Честно говоря, сюда очень сложно попасть, только с помощью какого-то человека, кто тебе откроет двери и пропустит. Мы сейчас пошли заходить внутрь. Так, тук-тук. Надо позвонить, может быть? О. Здрасте. Привет. Привет, чувак. Привет. Ты такой классный. Ты с нами сегодня снимаешься? Да. Это наш друган. Как зовут? Ты девочка, все. Ну ладно. В наше время, знаешь, уже можно, мне кажется, чтобы никто нас не обвинил в сексизме. Да. Уверена, ей все равно. Ну что, ты нас пускаешь? Пускаю, заходите, конечно. Пойдем. Мы, собственно, в Жениных хоромах в Сочи. Женя, ты тут давно проживаешь? Да, довольно-таки давно. Мы уже здесь больше, наверное, 1,5 месяцев. Вот, будем здесь катать шоу на Ледовом дворце «Айсберг». Будем, в смысле, катайте уже? Ну, будем катать до 19 сентября, то есть еще очень и очень долго. Вот, так что, да, это вот скромное такое жилье. Ну, это, получается, апартаменты, да? То есть такие не апартаменты это как жилые? апарт-отель, да, считается апартаментами. То есть есть и кухня. Пойдемте посмотрим твою кухню. То есть, собственно, здесь все есть. И кухня, и спальня, и ванная, Да, все и все вместе. это можно, стоя на одной точке, сразу же увидеть. Спальня, кухня. Класс, ну давай рассказывай, что у тебя тут в холодильнике хранится. У тебя есть еда тут? В холодильнике у меня какая-то? есть еда. Есть еда, смотри. Даже сосиски есть у Жени. Сосиски, колбаса. Колбаса, ты что, ешь кетчуп колбасу? Что, И серьезно? масочки для волос, для лица, для всего. О, класс. Колбаса, конечно, как же без колбасы-то? Ну, я не знаю, мне казалось, Колбаса. что фигуристки ничего не едят, ну, кроме там полезных каких-то продуктов. Казалось. Сосиски, колбаса, кетчуп, все, набор хороший. Ну, еще там помидоры и огурцы есть. Помидоры, огурцы, да. Да, ну, водичка, судя по всему. Водичка для цветов, водичка питьевая, чайник, печеньки. Хочешь печеньку? Так, ну тут витаминчики, я смотрю, у тебя Витаминчики, какие-то. да. Куда же Ну, то есть ты в принципе ешь? Гречишный Да. чай. Я, кстати, видела, да, Будем видео, пить когда ты сегодня делала. гречишный чай. Соревнования мне пока что не грозят, да? Это значит, что ты сейчас все, ну, как бы уже уходишь из большого спорта, то есть или из-за травм ты просто временно приостановила? На самом деле история довольно-таки долгая. Я не хочу сейчас опять вдаваться в подробности по поводу проблем со здоровьем, потому что я уже несколько раз говорила. Все уже знают, что именно было, там и проблемы со спиной, и что коронавирусом сложно переболела. Это, конечно, меня очень сильно выбило из такой физической подготовленной формы, потому что сильно похудела, ушли мышцы, и на фоне этого там и травмы еще появились. Ну, в общем, не люблю эту тему, все это не очень приятно рассказывать и говорить об этом. Вот. Но да, так получилось, что я вылетела из сборной из-за того, что в прошлом сезоне вообще не соревновалась.
Вот, то есть я участвовала только в открытых прокатах, где показала самую начальную стадию программ. Вот, и дальше сезон я пропустила, потому что 1, 2, 5, 10. Вот, и так получилось, что я вылетела из сборной за отсутствием соревнований. Вот, и, наверное, решила, что не буду претендовать на отбор на Олимпиаду. Я понимаю, что ты сейчас уже не идешь на соревнования, потому что... Ну, в пока... этот сезон точно нет, да, там дальше уже посмотрим. То есть пока ты никаких заявлений о том, что ты уходишь из большого спорта, ты не делала и не планируешь пока? Пока что нет. Просто за последние 4 года, даже 3,5 года, у меня настолько резко менялась жизнь, что я поняла, вот как только ты вот зарекаешься, как только ты говоришь, что вот никогда не буду делать, или там наоборот, вот обязательно вот пойду и сделаю, все получается абсолютно наоборот, абсолютно наоборот. Может быть, это какая-то особенность моей жизни, судьбы, распоряжения кого-то там, не знаю, свыше, я не знаю, как это работает. Но вот именно когда не просто говоришь вскользь, а вот именно зарекаешься, вот никогда. Его проходит 2-3 месяца, и получается все ровно наоборот. Правильно говорят, никогда не говори никогда. Вот, да. И у меня всегда было такое, что у меня всегда были категоричные решения на протяжении всей моей жизни. Вот. И вот за последние 3-4 года так получилось, что оно настолько резко все менялось, что я поменяла свое отношение к своим категоричным решениям, так что... Да, не буду ничего говорить. Повзрослела просто за это время очень сильно. Ну, надеюсь, да. Я, конечно, очень люблю свою работу, но иногда под вечер прям хочется что-то измельчить в порошок. Шучу, конечно. На самом деле я просто очень люблю смузи. Тем более с крутым блендером можно управиться всего лишь за 1 минуту. На Citylink купить блендер можно тоже за минуту. Что бы еще такого выбрать? На сайте Citylink огромный ассортимент не только кухонных гаджетов, но и смартфонов, телевизоров, товаров для красоты и здоровья. Всего более 800 мировых брендов и 70 тысяч наименований товаров, от кофемашин до газонокосилок, и все это удобно сгруппировано по разделам. Сделать заказ можно прямо с телефона, а забрать в одном из магазинов или пунктов выдачи заказов. У Citylink более 650 точек в 360 городах России. А если лень забирать, можно воспользоваться доставкой. Переходите по ссылке в описании и ищите то, что нужно именно вам. А я буду развлекаться. Мне всегда было дико интересно, как вот понять, что этот ребенок, не знаю, талантлив, и что вот он, не знаю, станет чемпионом. Не было у меня никогда такого, что у меня был какой-то особый талант к фигурному катанию. Наверное, самый главный мой талант заключался в том, что у меня кости быстро срастаются. То есть ты успевала их ломать, что ли? Ну, я думаю, каждый фигурист когда-то себе что-то ломал. Все-таки в более раннем возрасте. В более раннем возрасте, да. Вот. Когда пробовали, да, начинали делать какие-то элементы? Конечно, все всегда. Какого-то особо природного прыжка высокого у меня не было. У меня не было чувства позы. У меня не было, не знаю, какого-то бесстрашия, которое присуще иногда фигуристкам. Самый главный мой талант был трудолюбие. Вот. И я не могу сказать, что во мне кто-то разглядел какой-то талант. Мне просто было видно, что мне нравится, что я хочу, и что, ну вот, нет у меня таких закидонов, что вот все, я не хочу больше кататься, пойду выкину в помойку коньки. Вот, наверное, это самый главный мой талант в детстве был. Вот. Ну подожди, но этот талант у тебя, наверное, он как-то с возрастом стал проявляться, потому что когда ты маленький ребенок, тебе все равно хочется где-то пойти поиграться, что-то поделать, ты же не всегда такая с уверенностью тащишься на эту тренировку. Да, понятное дело, что тебя берет мама с утра, поднимает, кормит завтраком, кидает в машину, привозит на каток, выпихивает на лед, ты там катаешься, забирает вот это все. Это в основном, конечно, работа родителей в самом раннем возрасте. Вот. То есть это как на работу. Ты просыпаешься, отводишь ребенка,
приводишь обратно. И так каждый день, кроме воскресенья. Вот. И потом уже, когда ребенок становится старше, тут, знаешь, тут лотерея. Выгорит, не выгорит. Вот с какого возраста? Вот типа становится старше, и там уже он сам должен включаться. Я начала соображать где-то в 11-12. То есть ты поняла, что все, я фигуристка, и я хочу как бы побеждать на чемпионатах. Наверное, я очень поздно догнала, что я хорошая фигуристка. Вот. В 11 лет впервые поучаствовала на взрослом чемпионате России, и там увидела взрослых фигуристок. Вот. И я увидела, насколько по-разному они готовятся к выходу на лед, насколько это все серьезно, и как они нервничают, переживают. Когда вот, по-моему, Аделина Сотникова выиграла чемпионат России. То есть ты ее тогда увидела в 11 лет? Да. Вот. И тогда я подумала, тоже так же хочу. Классно. То есть тебе вот это понравилось? Да, когда ты мне увидела понравилось. вот это соревнование? И тогда я поняла, что я фигуристка, которая вышла немножечко даже выше, чем мои какие-то сверстницы. Вот. И только потом, спустя, наверное, 3-4 года я поняла, что я ничего такая фигуристка. Что, наверное, я что-то стою, и это можно развивать все дальше и дальше. Слушай, ну получается, твоя мама в какой-то момент решила все-таки, что ты будешь заниматься профессиональным спортом, потому что она же тебя каждый день туда водила, она же каждый день, как бы, то есть она понимала, что она хочет, чтобы ты была вот спортсменка, получается, да, профессиональным спортом занималась. Или все-таки это как-то само собой произошло? Нет, я думаю, мама изначально знала, что я буду фигуристкой, так или иначе, потому что у меня мама фигуристка в прошлом. Вот, она чемпионка Москвы. И я когда ее спросила, мам, почему фигурное катание, она сказала, что я решила отдать своего ребенка в ту сферу деятельности, в которой я смогу ей помочь. То есть в которой я разбираюсь, в которой я смогу помочь, если что-то идет не так. А как со школой? Ты как-то совмещала, получается, и школу, и тренировки, или же ты пропускала все-таки школу? Я пропускала школу. Самым сложным периодом в моей жизни, наверное, по тайм-менеджменту было ЕГЭ. Я сдавала ЕГЭ в предолимпийское время. Вот, то есть я решила, что, наверное, побыстрее закончу школу, чтобы в олимпийский сезон уже не забивать себе голову этим. Было сложно, потому что всегда, естественно, в школе были какие-то поблажки, там соревнования, там сборы, туда-сюда, вот, и какие-то предметы не усваивались, такие как, я не знаю, история, обществознание, информатика, да, то есть, по сути, таких предметов в моей жизни не было, то есть у меня были математика, алгебра, биология, которую я просто со скрипом, с трудом сдала, вообще просто это был какой-то ад, когда я ее учила, просто слезы, сопли, истерики над тетрадкой, вот. И русский язык. Вот. То есть я сдавала и учила только то, что мне поможет при поступлении в университет. Вот. Было очень сложно. Слушай, но я справилась, я сдала. То есть родители, мама у тебя нормально относилась к тому, что ты, как бы, получается, во имя спорта, да, там оставишь, считай, там, образование, по сути. Да, если спорт мешает школе, нужно бросать школу. То есть, вот, как бы, получается, что так, да? У меня получилось так, да. В какой момент тебя привели к Этери Георгиевне? Мне было то ли 7, то ли 8 лет, по-моему, 7,5. А как вы вообще туда попали? Почему именно к ней? По рекомендации. По рекомендации мы пришли к директору нашего катка. Я каталась в ЦСКА тогда. Вот, сказали то, что, типа, хотим уходить. Вот, давайте, предложите нам куда, пожалуйста. И Светлана Кандыба сказала нам, типа, вот, есть такой тренер, молодая Этери Георгиевна. Как я понимаю, ее имя тогда не гремело, то есть она тогда еще пока только сама начинала свою карьеру в тренерстве. У нее были такие спортсмены, как Полина Шелепень и Артем Пунин, которые катались на хорошем уровне, но не на международном, потому что они были еще маленькие тогда. Вот. А когда они подросли, да, вот Полина Шелепень выступала на юниорском уровне хорошо, потом вышла во взрослые. Потом к нам присоединилась Юлия Лепницкая, тоже вот Олимпиаду выиграла здесь, в Сочи.
Вот, и потом так потихоньку, да. Но это потом, я имею в виду, когда ты туда шла, когда ты шла к этой Насколько Георгиевне, я помню, она еще пока по-моему, еще нет. была сама тоже начинающим тренером, по сути. Не совсем начинающим. Насколько я знаю, у нее есть большой опыт тренерства в Америке. Да. По-моему, она где-то 8 лет, по-моему, долго довольно-таки тренировала в Америке. Вот. Но в России, да. То есть я когда пришла, у нее дочка Диана еще была вот такая под стол пешком ходила. Вот, да, и я тоже там такая маленькая. шпендик была, да. Ну и как? Какие у тебя были впечатления, когда ты в первый раз с ней познакомилась? Ой, я сначала очень испугалась. Я очень испугалась, насколько серьезный подход вообще к фигурному катанию. То есть до этого такого не было? Не было. И я когда пришла, и когда меня спросили, ты дупель умеешь прыгать? Или не умеешь прыгать дупель? Я стою такая, что такое дупель? То есть я даже не знала названия каких-то элементов. Со мной в один день пришли еще 2 ребенка пробоваться, примерно моего же возраста. Их не взяли, меня взяли. То есть она в тебе сразу что-то разглядела? Вот, наверное, да. Я не знаю, что во мне можно было разглядеть. Вот, потому что те ребята были и сильнее меня, и технически, и они были и повыше, и покрепче. Вот, и я такая ну да, и вот с того момента начался свой путь в фигурном катании такой, ну, посерьезнее, чем оздоровительный. Слушай, а сколько человек одновременно с тобой тренировалось на льду? Или у вас были индивидуальные? Уже не у помнишь? нас индивидуально не было. Все равно у каждого тренера своя группа. То есть просто она тренирует как бы группу девочек, Да, которые ездят, и она каждому Да, я смотрит. думаю, ну в группе было человек 15, наверное. Ну и они приезжают, и вот сколько времени в день, сколько часов вы тренировались? Ну, часа по 3, наверное, в день. То есть 3 часа она смотрит, как вы что делаете друг на... Да, а вы, да. соответственно, друг на друга смотрите, да, Ну и да, повторяете где-то, пытаетесь Да, где-то да. что-то. И вот в какой момент как бы тебя стали выделять? Было ли такое прям ощущение, что ты как-то лучше, чем другие катаешься, и что ты делаешь лучше? Ну, я говорю то, что вот до меня очень поздно доперло, что я нормальная фигуристка и что я что-то из себя представляю. Вот. Ну, потому что каждый день приходила, занималась. Я просто не знала другой жизни. Вот. И слава богу, мне и так нормально. Вот. И для меня это само собой разумеющееся то, что я делала. Вот. А когда я подросла, я поняла, что, наверное, я делаю в этой жизни что-то особенное. Ничего себе, оказывается, не каждый так может. О. Вот. А потом начинаешь смотреть по сторонам, потом начинаешь смотреть на себя, пересматриваешь видеозаписи. Съездил на одно соревнование, съездил на второе соревнование. Понимаешь, ага, а здесь-то я получше выступил, чем кто-то там. А потом так раз смотришь, а я тут на пьедестале, а потом, Но на тебя при первом этом месте, хвалили, ничего себе. когда ты завоевывала какие-то места, когда ты куда-то попадала на какие-то отборочные? Мама с бабушкой, да, тренер нет. Да, после первого чемпионата мира, возможно, мне это не особо нужно было, потому что, во-первых, мне было 15, и я вообще не сообразила, что произошло. После второго чемпионата мира хотелось, сильно очень хотелось. Но я просто выходила и работала дальше, вот, в надежде на то, что чем больше я работаю, тем больше вероятность того, что я получу одобрение. Я его получала в виде работы, в виде доверия, в виде того, что я вижу, что мой тренер мне доверяет и что верит в меня, и что, ну, например, там усложняется программа, у меня что-то не получается, она говорит, иди делай, сделаешь. Вот. Видела это одобрение в том, что она увидела во мне тогда в маленькой талант. То есть, знаешь, есть такая книга «5 языков любви». И я просто поняла, что в мои языки входят слова. Мне важно слышать. Вот. Так что, да, вот такое вот откровение у нас сегодня. Генетически, что ли, в российских вот тренерах и так далее заложена вот эта жесткость какая-то, особенно в тех, у кого действительно воспитанники становятся победителями, что вот Ирина Винер, да, там если брать, и много других тренеров, которые достаточно жесткие со своими подопечными, со своими там воспитанниками и так далее.
И когда их спрашивают о том, что а можно ли как-то было бы по-другому, они говорят, что нет, они считают, что только так можно воспитать чемпиона. Вот ты сама как считаешь? Это Я так? считаю, что в моем случае жесткость имела место, конечно, потому что бывали тяжелые моменты, когда просто невозможно себя заставить. То есть перед Олимпиадой было такое, что нога болела настолько, что вот просто выла. То есть не то, что хотелось выйти, а именно выла. И тут помогала только жесткость, типа ты либо идешь и делаешь, либо ты, не знаю, либо ты там умираешь в моих глазах. И ты просто реально вот собираешься, идешь и делаешь. То есть, То есть потому что она тебе говорит, и ты знаешь, что если ты сейчас не сделаешь, то все. Да, да, нет, в этом смысле, конечно, жесткость имеет свое место. То есть ты считаешь, если бы твой тренер был более мягким, то, возможно, ты не добилась бы Да, тех высот? 100%, я бы не добилась бы, да. То есть все-таки то, что она делает, вот этой жесткостью своей, это она работает. выводит, да, это работает. Это работает, но когда ты становишься старше, с каждым годом все сложнее и сложнее выдерживать. То есть пока ты выдерживаешь, ты находишься в топе. Вот. Потом это либо свой мозг нужно менять и там больше самой уделять своему ментальному здоровью времени, вот. либо терпеть, другого варианта нет. Что вот как ты считаешь, главное, чему тебя научила Дарья Георгиевна? Ой, я, в принципе, всегда упрямая была, но вот с такими тяжелыми тренировками думаю, что конструктивной жесткости, вот, и я очень выносливая всегда была в плане физическом и в моральном. Вот, и думаю, что и работа... Выносливая и терпеливая. Терпеливая, выносливая, да. Потому что талантов особо никаких, Бог не дал высокого прыжка, да? Значит, этот прыжок нужно вырабатывать. Если, например, какому-нибудь ребенку скажешь, там, иди прыгни дупель, он прыгнет его с 5-го раза. В моем случае я прыгну его с 25-го раза. Вот. И это как раз-таки выработало во мне терпеливость. Вот. И думаю, что эта черта характера будет сопровождать меня до конца жизни. Что такого особенного делает Дарья Георгиевна с ее воспитанниками, что они все практически, многие из них становятся чемпионами? В чем ее главный секрет, как тебе кажется? Секрет в том, что его нет. Просто очень много тренируемся и все. То есть просто большие нагрузки, которые она дает. Большие нагрузки, действительно большие нагрузки, которые дают свой результат. И, например, я вот разговаривала с ребятами, которые тренируются в другом месте у других тренеров, да, коэффициент прокатов, вот если взять неделю, то есть у ребят, у других, там, например, одна произвольная программа целиком в неделю, у нас их 4. То есть объем работы сложно? Да. Безусловно, сложно. Тяжело? Да. Получается, чем больше работаешь, тем больше шансов на победу. Да. Вот я так готовилась к 2 чемпионатам мира. То есть у меня каждый прокат программы был идеально чистым на тренировке. И чем больше коэффициент чистых прокатов, тем больше вероятности чисто откатать на соревнованиях. Так и было. Вот у меня вопрос, я думаю, не только у меня, у многих наверняка зрителей. Вы с Алиной оказались вместе на Олимпиаде. Алина как-то внезапно, в общем-то, появилась на горизонте и тоже стала участницей. Но вы это все время, вы же вместе тренировались, да, по сути. И вот когда смотришь 2 программы, я опять же, я не эксперт, я говорю о том, что говорили там все остальные, что у Алины была программа более сложная по элементам, то ли у нее технически была сложная, но все почему-то акцентируют на произвольную программу, но давайте вспомним баллы. Мои по произвольной программе и ее по произвольной программе. У нас одинаковые баллы, 100-ю в 100-ю. Да, но я к чему хотела сказать? К тому, что
По сути, вы обе видите программы друг друга, да, потому что вы вместе тренируетесь, как я понимаю, как бы вы везде были вместе, вдвоем. То есть, может быть, это тоже была какая-то специальная такая вот история, которую придумала Этери Георгиевна, чтобы вас мотивировать и сталкивать вас, чтобы вы больше смотрели друг на друга и больше работали, и показывали, и доказывали, что каждый из вас сильнее. И тут, значит, вот вы же видите друг другу программы, и вы понимаете, что, например, если ты исполняешь ее чисто, и она исполняет, то, получается, она все равно побеждает, потому что у нее там больше каких-то элементов или чего-то еще. Или это не так? То есть в чем, почему выиграла Алина, как тебе самой кажется? Ну, как выиграла? Она выиграла золото. набором короткой программы. То есть оценками за короткую программу она превзошла мои за короткую программу. Ну, а почему она превзошла? Технически у нее программа была сильнее. Да. А почему у тебя была программа слабее? Ну, во-первых, я была травмирована этот раз, то есть я тренировалась намного меньше. Во-вторых, в начале олимпийского сезона у меня была поставлена программа произвольная, которая технически была намного сильнее, чем та, которую я исполняла непосредственно на Олимпиаде. То есть был другой костюм, другая музыка, другой набор, сложность была другая. Но потом тренеры решили, что мне нужно исполнять старый набор, попроще который. Ну, доверилась. Вот. То есть это было их решение, ты могла бы исполнить другой, и по сути, если бы ты тот исполнила я очень чисто... просила оставить программу предыдущую, которая сильнее, но там и травма, и, ну, в общем, как сложилось. Они испугались, да, не захотели рисковать. Я не знаю, но так сложилось. Ну, ты понимала, когда ты выступала, что если Алина откатает все чисто, и ты, то ты, скорее всего, займешь второе место? Или ты все-таки это не понимала, что ты шла туда за золотой медалью? Я после короткой программы уже поняла, что происходит. И я произвольную программу настолько спокойно катала. Это, наверное, самый лучший и самый вот прям вот благостный и медитативный момент всей моей карьеры был. То есть я еду в середине программы, я вообще не устала за программу. То есть я настолько вышла, и у меня выросли крылья за спиной, что я поняла, что вот, наверное, вот это вот пик того, что каждый спортсмен хочет испытать. Вот я его достигла именно в ощущениях на соревнованиях. Это произошло именно на Олимпиаде. Я вот до сих пор часто вспоминаю это ощущение, это было просто потрясающе. То есть я еду посередине программы в дорожке, и я смотрю по сторонам, и я сама себя спрашиваю: Олимпиада, ты понимаешь, что ты на Олимпиаде? И у меня вот ответ: да, я понимаю, что я на Олимпиаде. Тебе страшно? Нет, мне не страшно. И я настолько каталась осознанно, но при этом как будто бы в тумане. И это настолько было классно, круто, вдохновляюще. И вообще, я не знаю, я уверена, что всего 1% спортсменов за всю свою карьеру могут такое испытать на соревнованиях. То есть, ну, мне повезло, что я достигла такого вот состояния дзена, то есть вот реально вот я просто поймала какую-то волну, какую-то вибрацию, с которой я просто слилась с ситуацией, слилась с проблемой, и я сделала последний прыжок, и потом очнулась. И потом я поняла, что, возможно, сейчас что-то произойдет, возможно, что-то сейчас пойдет не так. И тут меня пробило прямо в программе на какие-то нереальные слезы, то есть я поехала, я сразу начала выть, думаю: боже! Вот, то есть у меня какой-то скачок эмоций был. Ты понимаешь теперь, почему ты плакала? Что это были за слезы? Да я-то понимаю, что это за слезы. Я всегда знала, что это за слезы. Но я не всегда готова об этом говорить. Вот. Ну, по крайней мере, не на большую аудиторию. То есть друзья, родные знают, понимают прекрасно. Вот. А так говорить не хочу. Ты когда села и когда ты ждала оценок, что ты в этот момент чувствовала? Как будто бы мир рухнул. Вот оценки показали, и я поняла, что рассыпалась моя мечта, к которой я шла очень много лет. Сколько на международном уровне. 3-й сезон у меня был. 3-й? Да, 3-й. 3-й сезон был, и с юниоров я шла к этой мечте, там,
сколько, 5 лет. Почему вот для спортсменов так важна эта медаль, золотая медаль Олимпиады? Почему вот именно эта медаль такая важная? Хочешь, скажу? Это, как сказать-то правильно? Это стереотип и предрассудок. То есть, если ты фигурист высокого уровня, ты обязательно должен выиграть Олимпиаду. Если ты ее не выиграешь, ты, ну, типа, ну, такое. Вот. Если взять тот же футбол, тот же теннис, даже хоккей. Но хоккей, конечно, олимпийская медаль ценится больше, чем в футболе, да? Но все равно это опять тот же самый предрассудок, это тот же самый стереотип, что в теннисе олимпийская золотая медаль, ну такое, да? То есть там есть намного крупнее и круче для их вида спорта турниры. В футболе все то же самое, то есть там чемпионат мира у них самый главный, Олимпиада, ну классно, конечно, но тоже так себе. У фигуристов так, у фигуристов вот такое. Получается, что серебро — это не победа, это уже как бы проигрыш для участника. В зависимости от контекста. То есть, если, например, ты выходишь, и ты спортсмен, как говорится, не СС ранга, а С ранга, да, то есть 4, 5, 6 место, и вдруг ты становишься вторым, это просто вау, отвал башки. Вот. У меня так было на моем, я не знаю, какой второй чемпионат России, когда я туда ехала, ну, просто показать себя, а в итоге приехала 3-я. И это было просто... Что? Я тогда в юниорах каталась, и, ну, такая прям совсем начинающая, еще совсем зеленая. Я хорошо выступила, и стала 3-я. И все такие, в смысле? Вот это да, круто. А когда ты фаворитом туда едешь и становишься вторым, ну, это другой контекст уже. То есть для тебя это был все-таки проигрыш? Для меня это было поражение, конечно. То есть ты не ожидала, что так может произойти? Я была готова ко всему, но в момент, когда ты идеально откатываешь обе программы, и просто 110%, вот прям вот, у меня вся распечатка, у меня по максимальному баллу, по +3 все было. То есть вот прям, ну реально, могла бы что-то еще больше отдать, ну не получилось бы, потому что, ну, ничего уже, вот просто чисто физически, физиологически, я не знаю, эмоционально уже все. Ну, конечно, ты ждешь хороших результатов. А с Алиной у вас сейчас какие отношения? Нейтральные, нормальные. То есть мы здороваемся, мы прощаемся, но мы не подруги. Почему вас искусственно все время сталкивали лбами в СМИ? Потому что это интересно, наверное. Потому что это интересно, это Какой-то азарт. Движуха, азарт какой-то, да. Но тебя это как-то беспокоило, то, что они это делали? Это действительно накаляло между вами Я отношения? не люблю быть с людьми в плохом отношении. Я не люблю, особенно когда ко мне притягивают, что я кого-то оскорбляю. Потому что я знаю, что я этого не делала, что, возможно, кому-то что-то показалось, возможно, я была в плохом настроении. Что такое тоже бывает. Да, возможно, я злилась. Я человек, я тоже иногда бывает истерю, вот. Но я точно знаю, что я человека никогда ничем не обижала, и даже, ну, намерений такого не было. Но когда мне приписывают, что я там кого-то оскорбляю, унижаю, и вообще я такая мразь, ну, кому понравится? Это кто-то про тебя такое говорил? Ну, было дело. Ну, никого конкретного, это вот именно вот. Ну, понятно, да. Ну, а вот то, что после Олимпиады вас все время между собой сталкивали фанаты. Наша, на самом деле, большая проблема современного общества, что журналисты и СМИ зачем-то слушают вот этих вот. То есть они заходят ко мне на страницу, они видят комментарии от пустых страниц, где 0 подписчиков, 0 подписок, какой-то говёный комментарий, и они такие... статью, заголовок сейчас сделаем. И вот почему-то спортивные некоторые СМИ, там, некоторые журналисты реально делают из этого культ,
А вот эти вот существа этим пользуются. Такие: о, нас слушают! Нас кто-то послушал! Надо больше делать! И вот так, как снежный ком наворачивается, и мы сидим такие... Ну, а вы с Алиной смотрим. как-то это обсуждали после Олимпиады? Ну, у меня был как-то такой разговор. На всем этом фоне мы, по-моему, и друг друга из друзей поудаляли, там, поотписывались, потом подписались обратно, опять, и вот это все. Вот. И я как-то подошла, говорю: ну, может быть, давай как-нибудь... Отношения-то нормальные, мы же вот стоим, общаемся, ну зачем? Мы смеемся, шутим, ну... Вот. Ну и что-то как-то эта тема сошла на нет, ничего не изменилось. Ну и ладно. Главное, что я сама перед собой чиста, что я человека ничем не обидела. Слушай, ну вот по прошествии этих лет ты все-таки анализируешь, ты сама понимаешь, почему так произошло? Я очень сильно парилась, я очень сильно переживала. Первые 2 года были для меня морально просто адом. То, что я переживала в голове, но и осуждение со стороны массы, да, тоже играл свою роль. Там у меня и личные проблемы были. Ну, в общем, вот 2 года после Олимпиады в голове у меня творилась просто какая-то каша. Это было очень тяжело. И думаю, что об этом знает только один мой лучший друг, и все. То есть я даже старалась маме не рассказывать, потому что, ну, знала, что это пройдет, и решила просто, ну, не нагружать близкого мне человека. Вот. А сейчас, по прошествии всех этих лет, я понимаю, что эта серебряная медаль — мое благословение. И очень часто я сижу и думаю: Господи, спасибо, что тогда не дал мне выиграть. Очень много аспектов моей жизни и вообще, наверное, стремление к личностному росту подпитываются тем, что, возможно, мне чего-то не хватает. И вот иногда ты даже не отдаешь себе отчета, чего именно не хватает. Ты вот сидишь и жаждешь знаний, жаждешь попробовать новое, жаждешь усовершенствоваться здесь, там, не знаю, на курсы сходить, спортом заниматься больше, там, пресс качать, правильно питаться, там, я не знаю, что угодно, книжки читать. А потом ты садишься и думаешь: а почему я это делаю? А потом ты сидишь вот так, размышляешь, медитируешь, не знаю, чтобы понять, и понимаешь, что это из-за того, что внутри чего-то не хватает. Не хватает вот именно вот этих вот 1,5 баллов вот этих вот не хватает, которые на Олимпиаде были. И это та сила, это огромная сила, которая движет меня вперед. И знаешь, я смотрю на Илью Авербуха. Он 2-кратный серебряный призер Олимпийских игр. Ему не хватает. Но сегодня ты сходишь на спектакль и увидишь. Вот Женя Медведева тогда, до Олимпиады, и Женя Медведева сейчас, в чем их главное отличие? Сейчас я умная тетка. Знаешь, такое. Там Женя, а сейчас Евгения. Вот. Думаю, что пройдет еще несколько лет, там 10-15 лет, у меня будет семья, дети, и я уже стану Евгенией Армановной. Все-таки твой уход от Этери Георгиевны через пару месяцев произошел после того, как на Олимпиаде ты завоевала серебро. Ну, как бы естественно, что все стали писать и думать, что это действительно связано с тем, что ты взяла серебро вместо золота, и что, наверное, как бы это было, может быть, некое предательство со стороны Этери Георгиевны, что она как бы вместе с тобой воспитывала Алину и не придержала как бы ее, ну и не дала тебе возможности, по сути, завоевать это золото. Могут ли мои слова быть правдой? Я скажу тебе так, что мы обе хороши. Обе накуролесили. Вот. С себя я тоже ответственности не снимаю. То есть я не пытаюсь из себя сделать просто, не знаю, божий одуванчик, который я тут ни при чем. Я такая классная, справедливая, ни разу ошибок не совершала. Вот, а вот на меня вот все бросаются, да. Никогда у меня не было даже стремления сделать из себя божью коровку, вот, и осудить всех вокруг,
потому что я знаю свой характер, я знаю, кто воспитывал во мне этот характер. Вот, поэтому мы обе хороши. Вот. Но самое главное, что сейчас все хорошо. Мы общаемся нормально и поддерживаем связь. И катаюсь я на том же самом «Хрустальном», на котором готовился и к Олимпийским играм, и к 2 чемпионатам мира, к 2 Европам, которые мы вместе выиграли. Стараемся назад не смотреть, то есть мы зареклись разговаривать о прошлом, потому что, а зачем? Прошлое, оно же прошлое. Его изменишь. Мне кажется, ты просто на эмоциях, наверное. Если бы его можно было бы изменить, это прошлое, может быть, мы поговорили бы. Ну тогда же уже не было разговора, да? Получается, ты ушла от нее, не поговорив с ней, правильно? Ну так, по крайней мере, в СМИ писали. Она говорила, что она узнала из СМИ о том, что ты ушла к другому тренеру. Как бы вредно не казаться, но это неправда. Вот что именно неправда, так это то, что она узнала об этом из СМИ. Она узнала об этом от федерации. То есть я ходила в федерацию и говорила о своих намерениях. Вот. Хотела поговорить лично, но поняла, что настолько бурлило все, настолько все это кипело, что лучше все-таки это делать либо через третье лицо, либо просто молча. И я оказалась права, что это было самым лучшим решением, потому что если бы мы начали бы говорить, тогда я не знаю, чем бы это все закончилось, но, возможно, все было бы еще намного хуже, чем было. Почему ты выбрала именно Канаду, канадского тренера? Поменять все. Вообще ты хотела свалить. Вот так вот заново начать все. Я просто села и подумала, куда бы мог уйти серебряный призер Олимпийских игр, свежеиспеченный. И я поняла, что, наверное, к тренеру 2-кратного олимпийского чемпиона. Ну, вот. У него ты говорила, что совершенно другой подход к тренировкам, да? Они как наши тренеры там. Ну, во-первых, это абсолютно другая часть света, и там абсолютно другой менталитет и подход к работе, да. И это, нормально. То есть в Японии один подход, в Канаде другой, там, в Канаде, в Америке, в России там третий, в Китае 4. Это нормально. Разница культур всегда играет свою роль. Ну, тебе, судя по всему, ближе наш российский, потому что ты потом в итоге все равно вернулась на родину. Правильно я понимаю? Во-первых, пандемия. Во-вторых, я была в Японии, и первой открылась Россия. То есть я полетела сразу же в Россию. Канада, заметьте, до сих пор не открыта. То есть, если бы не произошло прошлой осенью то, что я попала в Россию, я до сих пор сидела бы либо в Японии, либо, все равно вернулась бы в Россию, потому что Канада закрыта. Ну, подожди, но если бы тебе надо было туда прям попасть, тренироваться, неужели тебе бы не сделали проезд туда? Вообще нет. Тяжелое время для спортсменов, на самом деле. Ну, то есть одна из причин была все-таки пандемия, получается? Одна из причин. Очень много аспектов было, очень много, которые все указывали на то, что мне стоило остаться в России. Ну, какой ключевой все-таки? Такой переломный, который все-таки поставил точку? Ключевое? Наверное, 2 ключевых. Это такие обстоятельства с пандемией, и второе обстоятельство, конечно, наконец-таки найти уже общий язык, принять друг друга и то, что было, и в немом соглашении принять то, что были какие-то ошибки, которые мы обе готовы принять, забыть и просто как-то жить дальше. А вот как этот первый шаг произошел? Это ты написала сообщение? Я, честно, не хочу об этом говорить, потому что это не только моя история, там много людей задействовано, и я не думаю, что имею право просто разглашать такое. Хорошо. После того, как вы встретились, там, поговорили, не знаю, договорились, это моя гипотеза, предположение, и ты обратно вернулась в самбо 70, да? Правильно я понимаю? Да. То есть вы я на самом деле из самбо 70 никуда не девалась. Вообще, я как была в самбо 70, так и оставалась даже, когда в Канаде каталась. Да, я даже видела там фотография у Брайана в этой жилетке. Да. То есть как знак. Как ты на него, кстати, надела его? Он с радостью, да. Тем более на катке было очень холодно, я принесла куртку, он надел, такой, ура, давай сфоткаемся, давай. Ну и, в общем, после возвращения вы уже какой-то период тренировались, что-то делали, или из-за пандемии, из-за всего? Да, тренировались, мы пытались подготовиться к соревнованиям.
Были даже уже это моменты, где я даже произвольную выкатывала чисто свою новую «Цирк дю Солей». Потрясающая программа. А потом коронавирус меня бахнул очень так конкретно, прям как надо, как в новостях показывают, знаешь, прям жестко. Прям с капельницами? Прям жестко, прям совсем. Там 48% поражения легких было у меня. Кошмар. Вот. И выкарабкивалась очень долго, очень тяжело, и пока выкарабкивалась, сезон уже прошел. Я сильно похудела, у меня ушли все мышцы вообще, которые могли быть. И для того, чтобы войти в сезон и хоть как-то попасть в сборную, у меня не было времени ни нарастить обратно мышцы, ни восстановить обратно прыжки с нуля, потому что мышечная взрывная масса должна быть на прыжках, а у меня ее нет. И то есть это пару месяцев точно должно было пройти. У меня не было этого времени. Но я поняла, что я настолько устала уже выкарабкиваться из вот оттуда. Поняла, что, наверное, нужно дать себе время быть супервумен на протяжении многих лет. Очень тяжело. Вот. И я поняла, что нужно просто дать себе вдох-выдох и посмотреть на жизнь. Возможно, даже на другие аспекты жизни. Возможно, посмотреть на другие сферы деятельности. А вдруг меня что-то потянет куда-то. Вот. Поэтому я дала себе выдохнуть. И пока что, кроме фигурного катания, меня ничего не цепляет. Поэтому кто знает. Поэтому ко мне приходят и говорят, что ты, когда завершение карьеры ты уже объявишь? А я понимаю, что не объявлю. Если ты хочешь, чтобы я прямо сейчас пошла и завтра сказала, все, я заканчиваю навсегда, такого не будет, потому что я не знаю, заканчиваю я или нет. Мы в Ледовом дворце «Айсберг», и здесь проходит ледовый спектакль Анна Каренина, в котором участвует Женя Медведева. И мы, собственно, приехали сюда посмотреть, как она проводит раскатку перед самим спектаклем. Ты волнуешься перед выступлением? Перед выступлением? Смотря перед каким? Вот сейчас волнуешься Сейчас перед тем, нет. как пойти на спектакль? Нет. То есть ты спокойная? Мгм. А когда ты волнуешься? В какие На моменты? соревнованиях. Когда есть большая ответственность, тогда да. Стало ли открытие для тебя что-нибудь во время постановки шоу или после того, как уже поставлено было шоу? Что-нибудь или что-нибудь? Во-первых, я в паре катаюсь с Сашей. Это уже большое-большое открытие. Вот. А как ты на это вообще решилась? А что-то как-то захотелось. Я написала Саше, говорю, Саша, научи меня кататься. Он такой, давай. Что, завтра куда, во сколько? То есть сразу прям Да, так сходу? Саша сразу же согласился, и мы там прям сразу практически встретились. А потом нам предложили роли. Это второе открытие, то, что этот спектакль, он не больше как ледовый мюзикл, да, как обычно бывает. Это больше именно ледовый театр. То есть здесь именно отыгрываешь эмоциями, прям переживаешь. Я не знаю, на каком ряду вы сидеть будете, на первом, наверное, да? Где-то мы сядем, не знаю, Да. как нас Значит, почувствуйте, сколько энергии мы отдаем. Потому что у меня мама как-то посидела на первом ряду и сказала, я больше на первый ряд не сяду, потому что очень много энергии исходит с площадки. Но она бесстрашная. Смотрю, что вы там стульчики, не стульчики, что-то вы там делаете.
действительно готова на все это идти? Просто ради, это даже не соревнование, Вот это же просто... Не просто. Это же все шаг за шагом. Это же не так было, что мы пришли и сразу там в поддержке, я ее крутить. То есть это вот сначала там до плечей какие-то поддержки пробовали, потом наверх, потом давай там, я там оборотик сделаю, ты почувствуешь, как это вообще вращаться, потому что меняются плоскости, она привыкла, она отлично вращается вокруг своей оси, а когда, допустим, лежит в поддержке и надо вот так вот вращаться у меня на руке, вообще другие ощущения. То есть понятно, что координация, вестибулярный аппарат настроен, работает хорошо, но все равно нужно время, чтобы привыкать. Поэтому приятно то, что вот вы это увидели, вас это восхитило, но за этим стоит по-настоящему большая работа, именно шаг за шагом. Есть ли вероятность того, что вы все-таки пойдете вместе дальше чуть-чуть? Помимо того, чтобы здесь выступать, уже пойдете соревноваться с кем-то? Но это, вы знаете, это вопрос, наверное, не сегодня. Мы сегодня заняты шоу, мы вот получаем удовольствие от того, что делаем, это классно получается. Но все-таки профессиональный спорт это другое, это уже определенный настрой, который тоже у тебя должен в голове произойти. И тут даже об этом, наверное, я сейчас не буду что-то говорить. Что все, естественно, пишут о том, что вы должны, значит, с Александром вместе в парах уже выступать вот на следующей Олимпиаде, ну, через, правда, не вот в этой, которая, Да. а через сезон. Но что В такое Милане вообще она, возможно? по-моему, насколько я знаю. Что такое реально вообще возможно? Ну, то есть теоретически вообще возможно так вот переквалифицироваться в какой-то момент, уже находясь вот на вершине, как ты, успеха, да? А я не знаю, а может быть. А никто Может не быть, ты пробовал. в историю войдешь. А Есть никто такой не вот. пробовал. Жень, Я мне тоже не кажется, пробовала, поэтому я не знаю. тебе нравится в паре кататься, главное? Мне нравится кататься. В паре, не в паре. Разные вещи абсолютно. По поводу того, что возвращаться в спорт с Александром вместе, думаю, что это невозможно, потому что Саша уже 100% для себя после Олимпиады решил, что он на соревновательный лед больше не выйдет. Вот. А для себя, я не знаю, я еще так это... Слушай, ну Плавно. смотри, все-таки, когда ты одиночница, да, это все равно такой эгоистичный немножко вид спорта, потому что ты одиночник, все внимание к тебе, и ты, как бы, ну, как мне говорят все, что вот если твои там дети или твои там знакомые занимаются одиночным видом спорта, то они такие все равно эгоисты немного, потому что, ну, все зациклено на них. А когда это все-таки парный или, например, это какой-то еще командный вид спорта, там, естественно, учатся все там уважать друг друга, как бы не только на тебе заострять внимание и так далее. Вот ты можешь сказать, что ты почувствовала разницу в паре? Я не могла бы сказать такого, что существует в одиночном какой-то эгоизм. Да, у нас индивидуальный вид спорта, но Но ты считаешь себя эгоистом? уважение к соперникам никто не отменял. И если эгоизмом называть такие выражения, как «да в смысле», «да я лучше, чем он», «да что вот это вот», и не здороваться с другими, потому что ты считаешь себя круче, то я не считаю себя эгоисткой. Если считать себя эгоисткой, например, выбирать собственный успех, собственное ментальное здоровье, физическое здоровье и благополучие, то тогда я считаю себя эгоисткой. Тут смотря с какой стороны посмотреть, и все зависит опять-таки от контекста. Ты несколько раз в нашем интервью говорила про ментальное здоровье и говорила, что ты еще учишься там отношения с едой настраивать и так далее. У тебя были проблемы с пищевым расстройством? У меня были такие проблемы, но я из тех людей, которому повезло с окружением, повезло с воспитанием, наверное, и с возможностью дать себе время восстановиться. И, ну, я не знаю, это просто нужно дать мозгу отъесться как следует. То есть ты переедала? Это булимия была? Да. Да. Ну, это булимия была или все-таки просто переедание было? Булимии не было, слава богу, не дошло. Вот. Переедание, срывы переедания были, потому что постоянно держишь себя на диете, держишь, и потом крышу сносит, съедаешь все. И потом ты опять неделю приходишь в себя, потом опять, и опять, и опять. Слушай, а ты вообще склонна к полноте? Вот ты говоришь, что ты там что-то любишь, какие-то продукты. Я, наверное, могла бы похвастаться, что мне повезло.
То есть мне у тебя повезло. хорошая генетика и У метаболизм. меня хорошая генетика, у меня есть особенности фигуры, то есть у меня есть места, которые полнеют прежде всего, да, то есть у меня могут оставаться очень худыми руки-ноги, вот, но там пополнеть вверх, например, там появиться щеки, там, на боках свисать. Ну, это вот, наверное, ну вот сколько килограмм максимально ты набирала? Ой, вот опять-таки вот за последние 3 года у меня были большие скачки. После Олимпиады я поняла, что, наверное, моему организму чего-то не хватает. Вот, и начала как-то и голову по поводу питания приводить в порядок, да. И так получилось, что я набрала 8 килограмм, но поняла, что это было прям необходимо, то есть я намного себя лучше стала чувствовать. И потом потихонечку, то есть я была прям такая, прям сквишева такая, прям пампушка. Ну, я не знаю, что такое пампушка, просто ты очень худенькая. Ну, сейчас я в порядке, да. Тогда, когда именно я вот решила, что, наверное, мне нужно кушать нормально, у меня перестраивался организм, вот я набрала тогда 8 килограмм. Сколько ты весила, получается, когда ты выступала на Олимпиаде? Обычно девушки почему-то не говорят про вес, но я считаю, что это абсолютно нормально, настолько же натурально, сколько говорит про длину волос и их качество, да, то есть на Олимпиаде я весила где-то 43, вот, ну, 18 лет, но, в принципе, много кто действительно из людей, я вижу, там, если по улице походить, действительно худые девушки, которые вот прям очень худенькие. Вот. Но я занималась спортом, поэтому, не знаю, после Олимпиады я подумала, что, наверное, это слишком мало. Вот. И потом я набрала вот 8 килограмм, то есть там уже даже 50, 51, 52 было. Вот. Потом... Но при этом ты хорошо себя чувствовала в этом весе. Я хорошо себя чувствовала, да. Но когда уже начались интенсивные тренировки, я поняла, что что-то как-то тяжеловато. Прыгать, наверное, тяжело, да, когда да. больше веса. Да. При интенсивных тренировках, естественно, потихонечку это начало все. Лежит просто мне ногу. При интенсивном Она началось- очень тебя любит. Да, я вижу, что Очень мне любит. мою ногу полюбила очень. То есть, получается, при тренировках ты в любом случае Ну, скидываешь. по-любому, там уже никуда не денешься, да. И вот пришла вот Ну, а вот то, что сейчас ты вот так вот ты выглядишь, это твое нормальное, стандартное, да, Да, состояние? 45-46 где-то примерно. Мне только такое снится где-то. Мне кажется, ты столько весила где-нибудь в классе в 5-м, наверное. Ну, я зато спортом профессионально не занималась. Ты поэтому- повыше будешь еще плюс ко всему. Да. Ну, ладно, опустим этот момент. То есть, в принципе, когда ты соревнуешься и когда ты постоянно на тренировках, ты легко поддерживаешь определенный вес. Да, в этом да. плане мне повезло, да, то есть я могу себе позволить какие-то излишества, и мне ничего за это не будет. Вот, то есть, ну, в плане не от кого-то, да, а именно вот в зеркале. Смотрите, хочу показать книжку. Я, кстати, тоже ее читала, очень классная книжка. Ты читаешь вообще часто? Последнее время, да, начала очень много читать, хотя никогда не отличалась этим. То есть у меня не было никогда тяги к книгам, и даже было когда-то какое-то презрение, потому что, ну, а зачем, если можно, например, найти информацию, которая тебе интересна, там, в статьях, да, то есть потратив 350 раз меньше времени, нежели там прочитать книгу. Но вот как-то вот так вот получилось. Да, смотрите, тут уже много книг. Но я смотрю, что у тебя не просто художественная литература, у тебя по личностному росту книжки, В основном, да. По развитию и У так меня далее. есть своя система, выработалась, как читать, чтобы не уставать. О, расскажи. У меня Нам на интересно. 5 книг по личностному росту, 1-2 книги литературные. Причем не такие, как Лев Николаевич, литература, не такой, как Лев Николаевич Толстой, да, а такой вот читательский попкорн, да, вы знаешь, вот нагрузил мозг саморазвитием, потом сел, нужно разгрузиться. Вместо того, чтобы лезть в Инстаграм, открываешь другую книжку, да, читаешь. Так, ну расскажи мне, какая книжка из тех, которые у тебя здесь лежат, на тебя произвела больше всего впечатлений? Это Может, повлияло не как-то? прочитанное, это прочитанное. Все. Вот. Я только недавно дочитала Классная. мемуары гейши, вот это вот наличие щенка в доме. Это прям классно. Очень круто, тоже за один день осилила. Прям Я помогает. смотрю, ты еще и выделяешь, да, для себя Да, я какие-то выделяю. цитаты? Да.
Хотя это потерянные секунды могут казаться несущественными, они способны аккумулироваться, если переключения происходят постоянно. То есть это цитаты, которые больше всего тебе западают, правильно? Которые я выделяю всегда все одним цветом. У меня нет такого, что я там основное каким-то отдельным цветом, там, не особо важное каким-то другим цветом. Я выделяю, что мне кажется забавным, интересным, то, что мне понадобится там в будущем, с чем я согласна или не согласна. То есть такое, извиняюсь. О, он тут звонит. Алло, бабуля, у меня интервью. Давай. Ага. У тебя очень сладкая бабушка. Я смотрела, как она какие-то твои соревнования смотрит, и как она переживает. Она очень там переживает, все время, да. ну ты эмоциональная всегда на своих прокатах и всегда после. И бабушка такая же, я поняла, откуда в тебе, видимо, это, потому что бабушка у тебя очень сладкая. Она так Бабушка у меня, переживает. да. Да. У меня и мама, и бабушка очень сильно переживают. Но мама же не ходит, по-моему, да? Мама на не ходит, она соревнования? просто настолько Да. переживает, что то есть бабушка во мне еще уверена, прям, она прям знает, что она выйдет, сделает, а мама, конечно, там, ну, мечется, очень сильно нервничает, поэтому предпочитает не ходить. Мне причем говорили, что вы с мамой такие близкие, что вы как одно целое, то есть у вас даже, ну, как-то вот такая Мы постоянно прям... вместе, да. Вы вместе, и в принципе, то есть я потому что спрашивала, я говорю, вот, а это все-таки, ну, как бы часто бывает, что родители очень сильно хотят какие-то свои невоплощенные мечты воплотить в своих детях, и они как бы им навязывают, что ли, иногда эти вещи. А мне вот сказали, что это не совсем так, потому что Женя сама по себе, они даже там непонятно, кто больше хочет, потому что они обе с мамой на одной волне, то есть в этом плане они друг друга, ну, чувствуют, что ли. В этом плане мне, правда, очень повезло. Я росла с мамой и с бабушкой, вот, и мне никогда не было такого, что я чувствовала давление из-за того, что мама хочет. Я чувствую энергетику человека очень сильно, и я чувствую посыл вне зависимости от того, что он говорит. Энергию, которую она отдает для того, чтобы получилось у меня, а не для того, чтобы получилось у нее вырастить чемпионку, для того, чтобы я стала чемпионкой. Ну и мне кажется, она все-таки видела, наверное, в тебе, что ты можешь, что у тебя есть характер. Я на самом деле, я спрашивала, я говорю, мам, вот ты отдала меня в фигурное катание, ты вообще, ну, я когда выиграла второй чемпионат мира, я говорю, ну, ты прикинь, я говорю, ты вот отдавала, вот мне было 3 года, ты отдавала меня в фигурное катание, вот для того, чтобы я выиграла чемпионат мира, она такая, нет. Я говорю, то есть поняли, что я выиграла свой первый чемпионат мира в 15 лет. И это стало неожиданностью. То есть не было такого, что там с 6 лет уже моя дочка станет чемпионкой. Да, то есть ставки все, да, делали? Да, типа. да, то есть такого не было, и как мой хороший друг говорил, типа, step by step, постоянно делать все шаг за шагом, и, например, там, этап Кубка России, да, отобрались, финал Кубка России, вот это, да, по юниорам, класс. Вот. А потом так раз на взрослый уровень вышла. 1 этап Гран-при выиграла. Ого! 2 этап Гран-при выиграла. Ничего себе! Финал Гран-при выиграла. В смысле? Чемпионат Европы? Да как так? Чемпионат мира с мировым рекордом? Да в смысле? То есть первый мой взрослый сезон был очень такой эмоциональный с стороны, мол, да, что происходит вообще, как такое может быть? Вот, а второй уже взрослый сезон, да, выходили, и вот как раз-таки мама нервничала, а бабушка была уверена, что вот сейчас вот она выйдет, и вот сейчас вот все вот поймут, вот кто она такая, ну, в общем. Господи, я даже не видела шкаф. Так ты мне скажи, ты вообще любишь шмотки, шопинг, вот это все тебе Знаешь, нравится? Я люблю хороший дорогой шмот. Я очень люблю Dior, я очень люблю Неплохо. Burberry. Я, кстати, видела у тебя сумочки, да? Там. Да, не, я это очень сильно люблю, я очень люблю цацки всякие, такие блестящие, я же фигуристка, у меня все должно блестеть, камняк, всё. Да, лакшери. Но в последнее время поняла, что это не является моей целью. Вот, то есть у меня был какой-то период, когда я работала для того, чтобы заработать деньги там, на дорогущую сумку. Это действительно приносило мне удовольствие, и мне нравилось. То есть я абсолютно не жалею тех потраченных денег на дорогие вещи, которые я когда-то потратила. Вот. А сейчас я немножечко свой спектр внимания передвинул в сторону минимализма, и я поняла, что мне действительно достаточно. Мне достаточно там 3-4 пар джинсов,
для того, чтобы классно выглядеть, да, и рубашку. Вот. И, естественно, я комбинирую это со всем тем, что я тогда накупила, и в итоге все очень классно получается, да, то есть я не испытываю нужды в новых обновках именно брендовых. Мы сейчас снимаем во время Олимпиады, которая проходит в Токио. Ты тоже должна была поехать в Токио как посол Олимпиады, Да. правильно? Что Да. произошло? Почему ты не поехала? На самом деле, до самого последнего момента все еще мы ждали, что я поеду в Токио, но в итоге приняли решение, которое, как мы с командой считаем, оказалось самым правильным. Поскольку там ограниченное количество людей в делегации от Российской Федерации, да и вообще от каждой страны, вот, мы решили, да, у меня там было место, то есть я могла туда поехать, но зная всю сложность эпидемиологической ситуации, насколько вообще было сложно провести эти Олимпийские игры, вот, и они были до самого последнего момента под угрозой отмены, мы приняли решение, что, наверное, и для меня, и для японской стороны было бы намного лучше, если бы я осталась в России. Приняли такое решение, и считаю, что оно вот прям самое правильное в такой ситуации, потому что ситуация действительно очень-очень напряженная. Вот, решили не рисковать, но это не отменяло того факта, что я остаюсь послом. Да, дистанционно, да, немножко не так, как это планировалось, вот. Но свои обязанности я как должна была выполнять, так и выполняла и выполняю. Вот. Слежу за всеми соревнованиями, за которыми позволяет мне следить расписание. Вот, то есть я просыпаюсь с утра, включаю телевизор и смотрю всех ребят, которые соревнуются. Вот, очень рада за наших. Действительно, очень много медалей в такой сложной для нас, для спортсменов из России ситуации на Олимпийских играх. Ребята выходят, доказывают, чего они достойны, и это многое стоит. Ты сказала, что ты следишь за Олимпиадой, за тем, как она проходит. Расскажи о том, какие виды спорта ты вообще больше всего любишь, помимо фигурного катания. В основном я смотрела спортивную гимнастику, у меня там выступали друзья, вот, Никита Нагорный и Артур Далалаян. Никита, кстати, завоевал медаль в итоге, да, бронзу? Да, да, он взял бронзу, по-моему, на перекладине, насколько я знаю. Вот, и да, очень рада за ребят, поскольку знала, что для них командное золото было прям самой главной задачей на этих Олимпийских играх. Вышли, доказали, вырвали эту золотую медаль просто до слез. Не, ребята молодцы, горжусь ими вообще. Я знаю, что ты очень любишь Японию. А что тебе нравится особенно в японской культуре? Много раз говорила, что мне очень нравится спокойствие, мне очень нравится контраст таких городов, как Киото и Токио. То есть есть абсолютно этнические города, вот как Канадзава, как Киото. Есть такие города, как, ну, например, центр Осаки и Токио. Вот. Это абсолютно разные спектры жизни, это абсолютно разные люди и диалекты. Вот. И на самом деле такая вот моя любовь к Японии привела к сотрудничеству с посольством Японии и с компанией JNTO, Japan National Tourist Organization, японская туристическая организация, вот так правильно сказать, по-русски говоря. Вот. И в сотрудничестве с JNTO мы устраивали J-фесты, мы устраивали прямые трансляции, где общались с участниками, со зрителями, отвечали на вопросы, были всякие разные активности. То есть наша основная задача — это популяризация Японии в России и наоборот. Вот. И, ну, надеюсь, что, конечно, все это происходило в основном в онлайн-формате, поскольку
пандемия, собираться большим количеством людей нельзя. Но надеюсь, что в будущем такие мероприятия будут проходить и оффлайн, и со всеми участниками и зрителями мы будем общаться в настоящем времени. У тебя большая, мне кажется, аудитория, да, твоих почитателей таланта, творчества, да, именно из Японии, правильно? Да. Вот какой правда. процент, как тебе самой кажется? Я думаю, честно, я не знаю. Но если по соцсетям посмотреть, Да, ну, я например, думаю, по Инстаграму. я думаю, 20%, наверное. 20, я думала, вообще 50 сейчас назовешь. Не, в основном, конечно, из России. Вот, но вторая большая часть как раз-таки подписчиков у меня из Японии. Дальше, по-моему, идет США, потом Мексика, потом Канада и та-тан. Как интересно, Да. слушай. А как тебе самой кажется, почему вот так распределилось? Почему вот, например, Япония, там 20% твоих подписчиков из Японии? Ну, во-первых, в Японии есть очень много талантливых фигуристов. Из девочек, такие как Мао Асада, Мидори Ита и Рика Кихира, там, Майи Михара, ну, много девочек, Сатока Миахара, действительно талантливых, которые катаются просто на каком-то потрясающем уровне. Они очень красивые, утонченные, женственные, такие прям легкие, как лепесточек сакуры, вот, и технически сильные, которые действительно добивались высоких результатов и показателей на международных соревнованиях. Из мальчиков, естественно, Шому Уна и Юзуру Ханю, которые постоянно на протяжении многих лет уже держат внимание зрителя на фигурном катании. И, по сути, я не знаю, права я или нет, но эти ребята — это те люди, которые заставляют японскую аудиторию включать телевизор и смотреть соревнования. Вот, то есть ребята действительно очень популярные, и думаю, что в каком-то проценте популярности в России фигурного катания в Японии мы тоже обязаны им, потому что, ну, ребята действительно космические. Слушай, а есть вообще время личной жизни в процессе вот соревнований, тренировок? Вообще у вас, у спортсменов, личная жизнь присутствует? У нас, знаешь, очень юный вид спорта, и Сейчас девочки в 13 лет уже с парнями гуляют. Ну, пик карьеры девочки приходится на 15, 16, 17 лет, а это в спорте, особенно в фигурном катании, считается, ну, рано. То есть, типа, в смысле мальчики? Какие мальчики-то что? Вообще. Но мне Лисан Утяшева сказала, что у них все девочки девственницами должны быть, пока они выступают и соревнуются, потому что как только ты лишаешься девственности, у тебя по-другому тело начинает выглядеть. Нельзя жить половой жизнью и все такое. В смысле, до Ну, 19 ну, в лет смысле, никто не живет? Ну, если ты выступаешь, и если ты планируешь большой спорт, там спорт монахинь, ты что? Да. Гормональный фон никто не отменял. Ну, знаешь? так в фигурном катании тоже как бы такая же политика. Ну, знаешь, если у тебя как бы есть парень и серьезные отношения, там хоть 17, 18, там 19 лет, никто не имеет права распоряжаться твоей репродуктивной системой. Да, И ты но я сама имею в решаешь, виду- кем да, но тебе я имею в быть. виду, что вот твой тренер говорит, что вот ты готовишься к Олимпиаде, а у тебя тут парень, и у тебя там с ним личная жизнь и так далее. У тебя как-то вдруг тело начинает меняться. Ты, Георгиевна, абсолютно спокойно к этому То есть нет относишься. запрета на личную жизнь. Запрет, табу, никакие контракты мы не подписываем, чтобы Да. там жить без отношений. Вот. Но здесь больше имеет психологический фактор, что ты готовишься к Олимпиаде. Какие там, парни, гулянки, тебе нужно думать о спорте, а не думать о том, что там, не знаю, тебя парень бросил. То есть именно в этом плане, что не отвлекайся. То есть есть не табу, а такое... Рекомендательная форма. Да, настойчивая рекомендательная форма, настоятельная такая, что давай, ну, как-нибудь без отношений, потому что отвлекает. Такое есть, да. А вот такого, что типа, Ну, то под есть, по забор не сути- лазь. Да-да. Но по сути у вас, у всех, у девчонок, кто там участвует в соревнованиях, до там тех пор, пока еще все-таки эти соревнования есть, вы не заводите отношений. Но у меня не было.
как другие девочки, не знаю, мы не разговариваем на эту тему. Если человек справляется на соревнованиях и с тренировками, и еще совмещает с отношениями и там, личной жизнью, это вообще супер классно, потому что отношения, что спорт — это большая работа над собой, это затраты энергии, затраты сил, времени. Если человек, девочка выдерживает и ту жизнь, и другую, совмещает ее, и в обеих жизнях у нее успех, ну это круто, тут только белой завистью позавидовать можно, что у нее сил хватает на все это. Ну а тебе хотелось иметь личную жизнь, отношения, влюбиться? Мне хотелось, а я и не говорю, что я не была влюблена. То есть, Ну а как, ты влюблялась просто на расстоянии и не встречалась? я влюблялась и не раз влюблялась, и мне это помогало. Мне это помогало именно в эмоциональном плане. Вот, то есть никаких таких серьезных отношений никто не заводил, ну, потому что, ну, во-первых, я всегда считала, что мне рано. И, ну, правильно считала. В каком-то сознательном возрасте я поняла, что для того, чтобы заводить какие-то отношения, я сначала сама должна дорасти мозгом, головой. То есть я должна понимать, там, не знаю, то есть серьезно подойти к этому. Не просто там ходить там за ручку с кем-то, так, мы встречаемся, ха-ха. А потом там раз в неделю расстались, и такие, да? То есть если делать отношения, то их ставить фундамент, и уже на этот фундамент ставить дом, да, то есть нарабатывать. Вот. И как-то у меня всегда в голове такой устой был. Влюбляться никто не запрещает, но влюбленность и отношения — это абсолютно разные вещи. У тебя были серьезные отношения? У меня не было серьезных отношений никогда. То есть у меня не было такого, что жить с человеком уже, да, съезжаться, там, или, не знаю, знакомиться с родителями, да, такого не было. Ну ты уже готова? Знаешь, если завтра появится такой человек? Завтра появится, возможно. Я считаю, что я уже довольно-таки взрослая дама, то есть, ну, 21 год, да, юность считается, да, но думаю, что я за последнее время, за последние года столько пережила, что, ну, думаю, наверное, мне опыта хватит. А почему ты тогда до сих пор живешь с мамой и с бабушкой? Почему ты не переедешь и не будешь Потому жить что мы отдельно? купили большой красивый дом, Ну? он очень просторный, очень много квадратных метров, и у меня очень много свободного пространства личного, и мне и так отлично. Ну, когда отношения будут. Но сама, главное, что я сама выжить могу в одиночку, да, то есть я могу там трусы, носки свои постирать сама, приготовить, поесть могу сама, и все у меня будет аккуратно, красиво расставлено, в порядке, еще и цветочки стоять будут красиво, как интерьер, да. То есть я все детство была дикая бардачница, и я поняла, что вот хотя бы пока я не научусь поддерживать порядок постоянно, там, не знаю, пока у меня полностью всегда вымытая посуда не будет, и пока у меня стиранные вещи сушиться, висеть не будут, и пока я не научусь посудомоечную и стиральную машину включать, то тогда, ну, какие отношения это? В смысле вообще? Потому что сначала самой нужно научиться жить, а потом уже... Но ты же сейчас уже научилась. Сейчас у меня, слава богу, да. Ну, там некоторые моменты в процессе разработки, но думаю, что уже загрузка 90% к сольной индивидуальной жизни у меня уже есть, да. Мы хотим тебе предложить выбрать твоего идеального мужчину. Я тебе буду предлагать на выбор двоих парней, а ты из них одного выбираешь. Обязательно выбрать, да, если Ну, какого-то одного. никто не А если понравится. никто, ну ты как бы меньше из зол выбираешь. Ладно, Ну, типа кто более или менее. Хорошо. Давай, Только, поехали. пожалуйста, не приписывайте мне потом, ладно? Не, ну это просто мы Меня тебе заставили. гипотетически, да, мы гипотетически тебе предлагаем чувака, с Ладно, которым ты давай. могла бы, не знаю, потом повстречаться, например. Давай. Джонни или Дава? Меньше из зол, говоришь? Что, ни тот, ни другой? Ну ладно, оба Джонни, симпатичны. ладно. Джонни. Дима Билан или Даня Милохин? Данька, мне ближе. Нилетто или Элджей? Элджей разошелся, он же разошелся с нас. Да, они разошлись. Теперь с ним. Это, еще раз, Нилетто? Нилетто или Элджей? Нилетто, конечно. Егор Крид или Тимати? Зачем ты так со мной?
Что, оба? Егор Крид пускай. Окей. Нет. Тиман, прости. Как бы молодое поколение, мы уже деды. Я Розу сама себе могу. Милош Бикович или Юрий Колокольников? Это актеры сейчас. Фотки покажу. Вот Милош Бикович, а вот Юра Колокольников. Тогда первый. Милош. Так, нам подходит Милош. Следующее. Кирилл Капризов или Федя Смолов? Ну, Капризов уже занят, поэтому Смолов. А откуда ты знаешь, что Капризов занят? Шутка была после... Ну ладно, не важно. Так кто? Значит, Федя. Да. Федя. Значит, дальше. Тогда мы, получается, выбираем. Так, у нас остается Джонни или Милохин? Так, значит, Джонни или Нилетто? Не лето, Нилетто или Егор Крид? не лето. Нилетто или Милош? Вот которого я тебе показала. Пусть Милош будет. Милош или Смолов? Ну, спортсмен пусть будет Смолов. Смолов. Ну все, у нас выиграл Смолов. Ну, Федь, ну, Куда помни- не денешься, везде хоккеисты. Что же Нет, делать? это не Что же хоккеист, он делать? футболист. Ну, Футболист, неважно. футболист. Неважно. В общем, Федя, понимаешь, тебя выбрали. Что теперь? Ты в интервью никогда не говоришь про папу. Вы с папой не общаетесь? Нет, папа есть, с папой общаемся. У меня странное отношение к разговорам про отца. Я не могу сказать, что я хорошо его знаю. Как-то так получалось, что у нас общение выстраивалось периодами, то есть не на постоянной основе, а как-то вот, ну вот так. И в основном это, наверное, зависит от меня. Я немногое могу сказать, вот, но если вопрос стоит в том, что есть ли папа или нет, папа есть, с ним все хорошо, общаемся на связи. Вот. Ну, тебе папы не хватало в детстве? Знаешь, наверное, у меня все супер было. Вот. Не знаю. Я об не этом знаю. не думала. То есть у меня не было потребности, то есть у меня не было такого, типа, мама, а где папа? Или там, мама, давай братика, мама, давай сестренку. Вот в этом плане я, наверное, эгоистка. Я такая, ну, братик, сестренка, нет, мне самой хорошо. А у папы есть другая семья? Или он так и не женился? Думаю, что я лучше не буду говорить, Мгм. это Хорошо. его история, его жизнь. Ну, он тебе позвонил, тебя поздравил Да, после Олимпиады? естественно, нет, мы на связи, мы общаемся. Мгм. Просто не так часто, Да, как хотелось бы. Да. Какие, как ты думаешь, тебе качества от папы? Качество Характера. по характеру, это вот Упрямо? упрямость. Вот. И в хорошем, и иногда не в совсем хорошем смысле. Да. А от мамы? От мамы, вот когда ты впадаешь в какое-то стрессовое состояние, да, ты нервничаешь, ты меньшишься, но при этом ты в голове продумываешь план сразу же. Вот у меня вот в маму вот это вот. И если что-то происходит, сразу же начинаешь вот так выдергиваться и думаешь, что же делать, а сразу же. И придумываешь, что делать. И сразу же бежишь, делаешь, и большего огня можно избежать, в принципе. Ну, это как стрессоустойчивая получается, Да, что да, ты да, нормально наверное, реагируешь. стрессоустойчивость, Да. да. Слушай, в спорте говорят, ну, ты сама неоднократно это говорила, что как бы вроде мы вне спорта мы дружим, а на льду, соответственно, или там на соревновательной арене мы как бы враги, получается, да? Но все-таки вот у тебя есть реальные друзья, вот из девочек-фигуристов, с которыми вы общаетесь, ходите, не знаю, обедать, ужинать за пределами вот катка? Для меня определение «реальный друг» не ограничивается походом в кафе, общением там про мальчиков, про девочек, да, там, фотками в Инстаграм. У меня реальные друзья — это те люди, которым можно в 3 часа ночи позвонить в истерике, потому что у тебя mental breakdown, и человек скажет: блин, серьезно, достал, я сейчас приеду. Ну вот для меня вот реальный друг — это вот такие люди.
Остальных я называю хорошими знакомыми. То есть- Ну, а все-таки из вашего фигурного спорта? Да, такие девочки, как Настя Скопцова, Стася Константинова, вот, которые, ну, довольно часто мелькают у меня в Инстаграме. Вот, Это твои подруги, Да, с которыми вы подруги. вне льда тоже общаетесь? да. Из спортивной гимнастики это опять-таки Никита Нагорный и его жена Даша Спиридонова, уже Нагорная, между прочим. Вот, да, то есть таких людей действительно много. Сейчас девчонки, которые выступают, которые твои там коллеги, считай, вот кого ты выделяешь среди них? Чей стиль катания тебе нравится больше? Ну, конечно, мне нравится, как Камила Валиева катается. Я думаю, я далеко не одна единственная, кому нравится, как она катается. Насколько я знаю, она балетом в детстве занималась. У нее вот эта балетная осанка, балетные движения. Алена Косторная тоже очень красиво катается. Аня Щербакова, у которой хрустальное тоненькое катание, которое вот прям вот ты на нее смотришь и вот боишься сломать. Она, кстати, тебя очень любит, она там тебя очень часто И выделяет. вот с такого возраста, вот ей, наверное, лет 6-7 было, вот прям вот совсем вот такая кроха. Да? А ты ее прям помнишь? Когда она подъезжала к... у нас раньше, это сейчас у нас с телефона музыка включается на тренировках, а у нас раньше был магнитофон и диск. И все дети приходили и диски клали на стол. И она подъезжала, и она самая маленькая была. Вот борт, она была ниже борта, и она стояла вот, и вот так вот искала свою музыку. Я ей все время передавала музыку, потому что она ниже борта была. То есть она не видела, она не могла туда запрыгнуть, и ей очень далеко было. Вот Лиза Туктамышева, у которой зрелое женское катание. Слушай, со ну ей вообще страстью, 24 года сексуальностью. уже. Мне кажется, для фигуристки это вообще Лиза уже пенсия. герой. Да, это уже Вообще. прям ветеран, знаешь, фигурного Да, катания. Лиза герой, она действительно достойна уважения, прям именно человек, который завоевал уважение свое именно временем. То есть она действительно очень долго катается, и это классно. Есть такие девочки, как Майя Хромых, которая просто неистово работает и прыгает уже очень много четверных. Дашка у нас катается тоже, она талантливая. Насколько я знаю, она еще без ультра-си, без таких серьезных прыжков. Но мне кажется, что там нет-нет, да. Короче, у России есть кого Как отправлять. минимум 6, да. Вообще, я считаю, что это дико круто, потому что, мне кажется, был какой-то период, по-моему, после Слуцкой где-то, когда там как-то Был вот в провальчик. одиночном, да, не было особо никого такого прям звездного, а сейчас прям вот огромное так что количество. сейчас 100% я уверена в нашем российском фигурном катании, и на этот сезон точно, точно спокойно, что у нас все будет хорошо. Слушай, я обратила внимание, что ты, в принципе, очень активна в соцсетях, но не во всех, а в ТикТоке. Тебе ТикТок ближе, получается? Мне не то, что ближе ТикТок, мне просто нравится набирать много просмотров. Слушай, ну, получается, что тебе просто интересно. Вот есть 4,6 миллиона просмотров. Это самое большое такое количество просмотров. Ну, это правда красивое очень видео. Слушай, ну, получается, от тебя просто такой, типа, некий челлендж для себя, да, набрать больше просмотров. Ну да, как развлекалово. Но при этом я поняла, что когда я выкладываю видео в Reels, причем мы с партнером Сашей Энбертом стараемся, снимаем красивые видео и выкладываем их в Reels, у меня с каждым постом, именно вот в это а-ля TikTok, Instagram, прибавляется по 1000 подписчиков. И я такая, ага. Слушай, то есть ты, получается, стала как-то заморачиваться и за этим следить, потому что мне казалось, что ты какое-то время вообще как-то очень, ну, как-то спокойно относилась к соцсетям, к Инстаграму, то есть ты там могла на полгода пропасть и вообще ничего не выкладывать. Это как да, раз но вот перед после, Олимпиадой да. это было, потому что, ну, не до этого было вообще. У меня еще тогда и травма была, с которой нужно было разобраться до Олимпиады, и как-то у меня сфокусированное внимание было именно на тренировках. Сейчас больше свободного времени, сейчас больше свободы именно, меньше ответственности, я бы сказала. То есть не в плохом смысле, не в том, что я вот себе вот сейчас позволяю безалаберность, потому что просто могу, да. Потому что, ну, так жизнь сложилась. Я просто сейчас свободнее, спокойнее и как-то могу
больше энергии растрачивать на соцсети. Твой Инстаграм, он, наверное, тебе деньги все-таки приносит, да? То есть ты там же размещаешь рекламные интеграции. Безусловно, да, рекламодатели смотрят на количество подписчиков, и я очень хочу набить 1 000 000. Уже Я скоро, у тебя хочу чуть-чуть осталось. стать миллионником, да. У меня просто было какое-то время, когда у меня, наверное, на 1,5-2 года подписчики просто застыли. Вот, там плюс-минус 2000, все, и больше не меняется. То есть у меня было где-то 837, 835. И вот только за вот последний год, ну, когда в Россию вернулась, сразу начали появляться новости, да, вот Медведева вернулась в Россию, То есть все-таки это дает реально прирост аудитории, когда появляются какие-то в СМИ, Как о ни тебе странно, новости. да. Я до сих пор не понимаю, как это работает. И неужели люди, когда видят у меня новость, такие, только я найду ее в Инстаграме, подпишусь. Ну, я не понимаю, правда, как это работает, но работает. Да. Но мне кажется, среди фигуристок, да, там, одиночниц, мне кажется, у тебя самый большой Инстаграм, нет? Ну, в России, да. У меня было, правда, много побед, которые давали мне медиа такие взрывы, да, то есть 2 чемпионата Европы, 2 чемпионата мира все-таки. Тоже, особенно в фигурном катании, это не считается каким-то маленьким достижением, и оно всегда хорошо освещалось. Маленькое достижение. Ты вообще понимаешь сама, ну как бы, что не это всегда. реально? И я забываю действительно о том, кто я на самом деле, там регалии, не регалии. Иногда, конечно, вспоминаю и думаю, блин, круто, классно. Вот. То есть все-таки иногда ты себя хвалишь. Иногда хвалю, конечно, потому что жить постоянно в самобичевании, да, ну, тоже не самая классная идея. И иногда есть такие моменты, когда нужно просто сесть, вспомнить, сколько всего хорошего и действительно классного и выдающегося ты сделал в жизни. И это мне помогает двигаться вперед, когда у меня вот прям я чувствую апатию полностью. Потом думаешь, ты вспомни, кто ты. Думаю, блин, классно, я крутая, пошла дальше, все хорошо. Вот что больше всего тебя обидело или задело, что в СМИ о тебе написали, и после чего ты действительно там переживала? Самое тяжелое, наверное, когда меня называли предательницей Родины. Вот это я вообще никогда не пойму. То есть соотечественники, да, люди, которые сидели всю свою жизнь, смотрели фигурное катание и болели за Россию, только из-за того, что я сменила обстановку и среду своего обитания, да, своего проживания на Торонто, при этом не сменив страну, за которую я выступаю, не сменив свои какие-то патриотические взгляды, они называли меня предателем Родины. А это все, я делаю все это только для того, чтобы продолжить выступать за Российскую Федерацию и радовать болельщиков и людей, любителей фигурного катания. И я вообще совсем никогда не понимала, какое право они имеют так говорить. Люди должны расплачиваться за такие слова, и, я не знаю, должна быть уголовная ответственность за это. Если у тебя поворачивается язык говорить такое, значит, у тебя должен повернуться мозг, чтобы отвечать за свои слова. Слушай, а ты не думаешь, что они просто хотели, чтобы ты, может быть, как-то объяснила свое решение, да, что все Если же человек привыкли... хочет объяснения моего решения, он спрашивает: Женя, а почему так случилось? А возможно, что-то случилось? А может быть, там, я не знаю, может быть, какой-то был дискомфорт? А что повлияло на твое решение? То есть это должен быть диалог. Если хочешь получить ответ, нужно задать вопрос. Дело вот. Тебя спрашивали? Меня спрашивали, но на тот момент я не была готова отвечать в развернутом виде. Мама, я в телеке! Класс, это приятно, да? Мы просто едем, и там плакат висит с Женей, ну, собственно, как и у вас в подъезде. Да. Ты сказала, что ты в тот момент не была готова отвечать. Не была готова, да и сейчас я не готова отвечать на вопрос, что же повлияло на такую резкую смену обстановки и моего решения и пребывания в другой стране вообще абсолютно. Думаю, с годами я все-таки смогу полностью рассказать свою причину уезда, отъезда.
Тогда я вообще это... Просто люди должны понять, что у каждого человека есть право отвечать или не отвечать на вопросы. У каждого человека есть свои обязанности. Обязанности обеспечивать свою семью. Есть обязанности быть честным, не совершать преступления, следовать закону. Есть обязанности, если берешь на себя ответственность выполнить работу, то должен выполнить ее хорошо. То есть действительно есть вещи, которые человек делать обязан. А вот отвечать на провокационные вопросы я не обязана. А ты к этому сама пришла или с тобой какие-то люди общались на тему того, как отвечать на вопросы и все остальное? Конечно, со мной много людей разговаривали, убеждали в том, что не нужно так реагировать. Ну, в общем, много было проделано работы. Я с психологом работала на эту тему, потому что в какой-то момент было действительно тяжело. Вот. И я, наверное, поняла, что это и каждый человек, наверное. Пока человек сам головой не дойдет, никто ему не поможет. Ты уже думала о том, чем ты будешь заниматься, когда уйдешь с большого спорта? Ну как, уйдешь из соревновательного Думала, спорта? я знаю, чем я буду заниматься, и уже начинаю предпринимать шаги к исполнению. Вот, и пока что не готова озвучивать, потому что, собственно, до конца это еще до 100% не свершилось, мой первый шаг. Вот, но я подала заявление и документы в очень интересное учебное учреждение. Вот, так что думаю, что Я думаю, что это актерская какая-то, да, наверное, возможно. Сфера, да. Ну, Не я знаю. просто предполагаю, что ты хочешь что-то делать с творчеством связанного, так как 100% у с тебя творчеством, да. действительно с этим, мне кажется, хорошо все получается, поэтому я тебе желаю больших успехов Спасибо в том, что большое. ты делаешь, но я уверена, что так и будет. Слушай, я бы хотела с тобой сделать небольшой интерактив, он называется «Колесо жизни». Сейчас я, значит, называю тебе сферы жизни, а ты говоришь, на сколько баллов эти сферы жизни, ну, как бы ты ощущаешь. От 1 От 1 до 10. Романтические отношения. Переходи поле просто. Поэтому я фокусируюсь на интересных книгах. Ну подожди, оцени цифру, какую мы ставим. Оценить, пусть будет 5. Ну, короче, не то и не сё. Мне и так нормально, собственно, но до десяточки не дотягивает. То есть ты одинока. Да. Семья и друзья. 10. Мне очень повезло с людьми. У меня их очень мало. Всегда была маленькая семья, то есть у меня не было такого, что в одном доме, в одной квартире живем я, мама, папа, бабушка, дедушка, прадедушка, прабабушка, брат, сестра, 5 собак, да? То есть такого у меня не было никогда. Всегда жили я, мама, бабушка, ну и собаки, естественно, собаки. 1-2 всегда было на протяжении всей моей жизни. Личностное развитие. 9. Я думаю, что у меня сейчас именно период такой жизни, когда у меня мозг требует дополнительной информации. То есть я чувствую потребность в том, чтобы поглощать недостающую мне информацию, и чтобы в диалоге с человеком я чувствовала себя увереннее и могла поддержать большее количество тем для разговора. То есть я чувствую, что у меня мозг прям требует. Хотела обсудить вообще заработки в фигурном катании. Насколько это вообще прибыльное дело, так скажем, быть фигуристом? Но, во-первых, пока ты не попадаешь в какую-либо сборную, то есть самая начальная сборная — это сборная Москвы. Пока ты не попадаешь в эту сборную, твое дело работает в убыток. То есть все равно это коньки, это лезвие, тебя им никто не снабжает, пока ты не в сборной. И это костюмы, это тренеры, хореографы, врачи, заминки, разминки. Ну, вот это получается одни траты, то есть тратите траты, вы сами. траты. То есть это твоя мама, Родители. получается, тратила все это, все свои заработки. На самом деле у меня мама героиня, потому что я, когда была маленькая, мама работала на 2 работах для того, чтобы я занималась фигурным катанием. Мама по профессии мультипликатор. Вот. И сейчас открою такой фан-факт, такой, что одну из серий «Ну, погоди»
Она участвовала в, ну как сказать, она, по-моему, заливкой занималась, цветом. Но если я не путаю, давно на эту тему не разговаривали, вот, но она была, как это сказать, ну как правая рука главного художника. Помощник художника. Помощник художника, да, вот. И она работала в этой сфере, наверное, с 16-17 лет. Вот, так что мама у меня мультипликатор, а потом ушла в рекламный менеджмент. Вот, и да, было тяжелое время, никогда об этом особо не говорила. Вообще, не знаю, не особо люблю, когда люди акцентируют, вот, там мало денег было, мало возможностей, но мы вот это. Вот, поэтому особо никогда не говорили об этом, но когда я была маленькая, ну, действительно, было туго. Вот, и мама, как глава семьи, на 2 работах, бабушка со мной на катке. Вот. Так что да, пока маленький, все в убыток, в убыток, в убыток. Потом ты попадаешь в сборную Москвы, где тебя, возможно, даже ставят на ставку. А ставка такая, типа, 15 000 рублей. То есть тебе платят, типа, зарплату в месяц? Да, начинают платить потихонечку, по капельке, по капельке. Вот. Потом раз, выстреливаешь, сборная России, ничего себе, не основной состав полностью. Ну вот сборная России, да. Я очень давно в это не углублялась, правда, не знаю, но, грубо говоря, 12 человек. Вот ты попадаешь в эти 12 человек, у тебя раз ставка, побольше уже, не московская, а российская, надо побольше. Вот. А потом этапы гран-при, если занимаешь от 1 до 6 места, у тебя там уже призовой фонд есть. Вот. Чемпионат мира, тоже там, по-моему, от 18 до 25 тысяч долларов. Ну, то есть деньги... Где вот самые деньги, высокие? но не футбольные деньги, да? Ну, понятно. А вот этот Fantasy on Ice, который в Японии... Это шоу. Это, ну вот шоу, за него спектакль. платят какие-то бешеные деньги, там, сотни тысяч долларов. Это правда? В зависимости от популярности фигуриста и от его достижений. То есть, ну, олимпийские чемпионы, да, правда, много получают. Но много, я сразу же хочу обрубить, вот это сразу много, миллионы долларов, да, мы не футболисты, не теннисисты, к сожалению. То есть, да, К счастью, что мы не футболисты, не теннисисты, но, к сожалению, что гонорары, у нас да, гонорары ниже. другие. То есть, если я говорю много денег, это не миллионы долларов. Ну, там просто где-то сотни тысяч, там писали 100 с лишним тысяч долларов можно зарабатывать за выступление. Не за один выход. Нет? Не за один выход, не за одно шоу. То есть у всех контракты по-разному подписываются, по-разному, там, понятное дело, у кого-то на весь срок, у кого-то за каждое выступление. Это все индивидуально, именно с организатором. А вот если ты продолжаешь тренироваться, вот ты, например, тренируешься у Этери Георгиевны, ты сама платишь деньги или это федерация ее оплачивает? Это личные договоренности. Хорошо. Ну, ты, когда уходила к Брайану, ты, получается, сама оплачивала его? Брайана я сама оплачивала. Кто бы что ни говорил, там уже и были статьи, что мне по 6 миллионов в месяц выделяют рублей на Брайана. Я бы очень сильно хотела. Мне бы это очень сильно упростило бы жизнь. Вообще, я просто сидела и думала, где же мои 6 миллионов в месяц-то? Ну, можно, пожалуйста? Не, все. Ну, все сама. Брайан дорого брал? У Брайана стандартная цена. Не только там на меня, на каждого спортсмена у него одна цена. То есть $100 в час. И вот эти $100 в час, они неизменные. И это все, что он берет. То есть он берет за свою работу и все, точка. А у нас по-другому, да, работает обычно все это? У нас варьируется все в зависимости от тренера, от организации, как именно все это проходит. Вот. Ну, у Брайана так, насколько я знаю, в Канаде тоже там все по-разному, в зависимости от условий. Ну, ты сейчас довольна тем, как ты зарабатываешь? Я довольна. Я считаю, что превзошла собственные ожидания и ожидания семьи. Ну, для тебя вообще деньги большую роль играют в жизни? Знаешь, я хотела бы сказать нет, но чем старше становишься, тем больше ты понимаешь, что
деньги — это возможности, а возможности хочется иметь. Вот. К сожалению, встречают по одежке. Одежку тоже хотелось бы иметь. Хотелось бы иметь хорошее образование, которое тоже стоит много денег. Хотелось бы увидеть бирюзовую воду и белый песок на Мальдивах, что тоже стоит немалых денег. Бартер, нет? Мальдивы, там Мальдивы, можно бартер. отметить, там что-то в Инстаграме, нет? Ну, не знаю. Возможно. Ну, кстати, знаешь, я заметила, что многие спортсмены не пользуются этими такими бонусами, бенефитами, а сами за все платят. Ну, я думаю, это каждый человек для себя сам решает. То есть просто кому-то кажется, что это попрошайничество. Знаешь, что ну, здрасте, я вас тут запущу в Инстаграм, а вы мне дайте, пожалуйста, вот это. Ты просить, мне кажется, вообще не умеешь, да? Я умею просить помощи. То есть когда плохо, когда тяжело, я умею просить помощи. И я считаю, что каждый человек должен уметь это делать. Вот, а так именно просить, типа, ну купите сумочку. Знаешь, ну вот, ну, например. Такой, ну не, я не умею. Нет. Что делает тебя счастливой? Меня... Знаешь, недавно для себя поняла, что меня делает счастливой замедленный ритм жизни. Что могу проснуться, потянуться, пообниматься с собакой, пойти попить чай, почитать книгу, потом собраться и пойти уже по делам, по тем делам, которые тебе нравятся. Но для того, чтобы получить такой ритм жизни и те дела, которые тебе нравятся, нужно повкалывать. Чего ты боишься? Боюсь? Да ничего я не боюсь, я смерти боюсь. Смерти своей, родных, друзей. Все, а все остальное. О чем ты мечтаешь? Мечтаю. У меня мечты и цели — это абсолютно разные вещи. То есть цели — это цели, которые материальные, к которым я стремлюсь и могу их достичь. А мечты — это, ну, не знаю, наверное, моя мечта — это семья, 2 детей. Да. И, ну, наверное, чтобы мои дети хорошо жили, и чтобы ни мне, ни мужу не пришлось работать на 2 работах, чтобы обеспечивать детей. Но если нужно будет, будем. Уж ты точно. Я верю, что у каждого человека есть какое-то предназначение или миссия на Земле. Вот в чем, как ты думаешь, твоя? Делать по красоте. Выходить на лед и делать красиво. Это мое предназначение. Где ты себя видишь через 10 лет? Через 10 лет? Ну, в спортивной сфере точно. Именно, ну, не в спортивной соревновательной сфере, а именно в фигурно-катательной сфере искусства. Вот так. Куда именно оно приведет, я не знаю, но я точно знаю, чем я буду заниматься, то есть, что это будет связано с фигурным катанием, потому что, ну, я прям шарю. Какой суперсилой ты обладаешь, как тебе кажется? Суперсилой? Ты, Костя, быстро срастаешься. Что бы ты сказала маленьким детям, которые на тебя смотрят и хотят быть на тебя похожие? Что бы ты им посоветовала? Не думайте, что все так просто. А что бы ты сказала маленькой Жене? Маленькой Жене я сказала бы, что многое предстоит, но оно того стоит. Многие фигуристы жертвуют своим детством, личной жизнью, в общем, многим ради того, чтобы быть в профессии, выступать за страну и вообще отдают себя целиком до определенного возраста. То есть все то, что ты прошла, оно того стоило. Да, 100%, конечно. Напоследок есть для тебя небольшое видео, которое я бы хотела тебе показать. Один человек для тебя его записал.
Этого человека ты знаешь. Сейчас я тебе его поставлю. Да ладно! Женя, привет. Ничего Это себе. Джонни. Помнишь, какой крутой номер мы с тобой сделали под комету? Конечно, помню. Знаю то, что ты сейчас участвуешь в шоу и теперь катаешься в паре. Я хочу пожелать тебе удачи и больших успехов. Я уверен, что у тебя все получится. У вас же был совместный Очень номер. приятно, да. у вас Ну, же мы, правда, очень вот прям вот по красоте сделали. Прям, это было супер классно, вдохновляюще. Все, без тебя нет прав. Лечу к тебе, я словно комета. Это, наверное, еще один номер, в котором я вошла в момент. Вот прям вот я каталась, смотрю, думаю, Джонни поет, платье красивое, очень суперский свет выставили, что тоже очень и очень важно. И атмосфера была вот прям, знаешь, как будто бы воздух сгущался. И это было прям очень красиво, очень классно, очень кайфово, прям хорошо было. Think, talk,